Всем привет! Сегодня вторник, день экзамена за 9 класс ОГЭ. И вот такая задача. Не бойтесь, все здесь очень просто. Дана трапеция АБЦД с основаниями 11 и 26, боковая сторона CD9. И вот нужно найти радиус окружности, которая проходит через вершинки А и Б и касается прямой CD. Все просто. Однако есть одно замечательное условие. Углы при большем основании трапеции в сумме дают 90 градусов. Итак, ищем радиус, а я расскажу вам историю о похищении одной моей задачи. Будет интересно? Мы начинаем. Итак, вначале я все-таки расскажу эту историю, поскольку обещал. В 2017 году я приступил к написанию учебника по геометрии для 7 класса. И вот начальные понятия геометрии, первая глава и параграф о окружности. И мне нужно было придумать какую-то, оригинальную задачу про окружности с практическим содержанием. Ничего в голову не приходило. Я ехал с шиномонтажа. Я переобулся с летней резины на зимнюю, и эти покрышки сзади стучали мне в спинку. Я повернулся, чтобы поправить, и вдруг наткнулся глазами на маркировку на шине и подумал: стоп, 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 а если я расшифрую эту маркировку, я кое-что знал, а там маркировка очень интересная. Первое число, допустим, 195, означает ширину шины в миллиметрах. Второе число, 55, означает высоту профиля в процентах от ширины. Ну и третье число, 16, означает величину внутреннего диаметра этой шины, но в дюймах. Это еще с американских заводов так повелось. Но буква «Р», написанная на маркировке, не имеет никакого отношения к радиусу. Я даже записал ролик 3 года назад на эту тему. Я прикреплю ссылочку в описании. Но, что интересно, книжка вышла в 2018 году, по ней уже отработали школьники, учителя. И в 2019 году, через год, я встречаю эту задачу в материалах ЕГЭ Российской Федерации. А через 1 год она вдруг появляется в материалах ОГЭ, где становится, вообще говоря, типовой задачей. Задача жутко всем понравилась. И вот выходит сборник типовых вариантов под редакцией Ященко 26-го года. Я открываю его и па-бам! Я вижу, что первые 5 заданий в первом же варианте — это как раз задача про шину. Напишите, верите ли вы в такие совпадения, хотя, конечно, кому-то в голову могла прийти такая задача, такая идея, точно как и мне. Но если вы найдете ранее 2017 года в какой-то литературе эту задачу, то пришлите обязательно ссылочку. Я, конечно, принесу извинения, буду очень благодарен. А теперь к нашей задаче. Итак, я напоминаю, что дана трапеция с основаниями 11, 26 и боковой 9, и построена окружность, которая проходит через вершины А и Б, касается прямой CD в точке К, и требуется найти радиус этой окружности. Однако очень важное дополнение к условию: угол А плюс угол Д этой трапеции в сумме дают 90 градусов. Вот требуется найти радиус окружности. К сожалению, задача не имеет какого-то альтернативного решения. Это вариант у нас, по-моему, 7. Ну, если я не ошибся, тогда исправлюсь там в описании. Ну, и давайте приступать к решению этой задачи. Ну, во-первых, то, что углы А и Д в сумме дают 90 градусов, говорит о том, что при продолжении боковых сторон в точке их пересечения мы получим прямоугольный треугольник. Вот так. Треугольник АМД будет прямоугольный. Будем сказать, что первое действие. Треугольник АМД прямоугольный. Скажу сразу, я чуть-чуть усложнил эту задачу на 1 ход. Ну а дальше что? А дальше типичное для трапеции. Проводим из вершинки С
отрезок параллельный АБ. Либо переносим параллельно в сторону АБ. Вот пусть будет CF. CF, второе действие, я провожу параллельно АБ. Получается, слева параллелограмм, справа треугольник, но поскольку параллелограмм АФ равно 11, а ФД 15. Ну и, конечно, вот этот уголок, соответственный углу М при двух параллельных, будет равен 90 градусов. Ну а теперь 9, 15, и по теореме Пифагора я нахожу FC. Третье действие FC будет равно корень квадратный из 15 в квадрате минус 9 в квадрате, и, по-моему, это 16. Итак, я нахожу это 16 или 12. 12. 3 у 3, 4 у 3, точно 12. Ай-яй-яй. Ну, как хорошо знать пифагоровы троечки, да? 12. Ну, тогда АБ сразу 12. Все. Ну, требуется искать радиус. Радиус. Ну, вначале я найду сторону БМ. Значит, четвертое действие. Четвертое действие. Треугольники БМЦ и АМД подобны. Треугольник БМЦ подобен треугольнику АМД. АМД. Ну, почему там по двум углам? Да. У них вот этот уголок, к примеру, равен этому, поскольку основание трапеции параллельное, а это соответственные углы. Отсюда следует, что BM, которое я обозначу за x, относится к AM, то есть BM относится к AM, как BC к AD. BC к AD. Ну, заменив на числа, получаю. X относится к x плюс 12 равно 11 относится к 26. Ну, 26х и 11х дают 15х, и это равно 11 умножить на 12. Ну, это 132, по-моему, да? А давайте так, 12 умножить на 11. Здесь сокращение произойдет на 3. Получится 3, здесь 5. Получается 44, значит, х это 44 пятых, или 88 десятых, или 8,8 десятых. Есть. Х равен 8,8. 8,8. Надо нам искать радиус. Нужно провести этот радиус в точку касания, правильно? Ну, давайте я его проведу каким-нибудь коричневым и, может быть, жирным цветом. Вот так. Радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательной. Эта штука есть. Ну и дальше что? А дальше нужно из точки О опустить перпендикуляр на хорду АБ. А перпендикуляр, опущенный из центра на хорду, делит ее пополам. Это мы все хорошо знаем, проходили. О, можно даже сослаться на это замечательное свойство. Вот так. И что получается? Здесь прямой угол, здесь прямой угол. Верно? Три прямых угла, значит, четвертый угол прямой. У нас получается ОКМП. Это прямоугольник. Действие номер 5. ОКМП прямоугольник. Ну, следовательно, отрезок. Я тут Т написал, да? Значит, Т. Здесь Т. Вот Т прямоугольник. Все. Значит, ТМ равно ОК и равно радиусу. Значит, ТМ равно ОК равно радиусу, и нужно искать ТМ. Но мы же сказали, что перпендикуляр, проведенный к хорде, делит ее пополам. ОТ равно ТБ. Давайте по две черточки поставлю. И сколько же будет вот это? Вот это ТБ. Ну, будет 6. 6 плюс 8,8, 14,8, и задача решена. Это будет 6 плюс 8,8, 14,8, ответ 14,8, задача решена. Ну, согласитесь, такая угарная задача. Ну что ж, напишите, может, вы и нашли какое-то другое решение. Я с вами прощаюсь, всего хорошего, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Завтра ЕГЭ, не пропустите.